Итак, мы приступаем к детализации нашего этюда. Часто мне задают вопрос, можно ли эту детализацию делать без натуры с фотографией. И вот тут как раз я не являюсь противником фото. Я считаю, что разложенную по цветам и тонам работу можно вполне себе, используя фотографический материал, доделать дома. Потому что цвет и основные массы, перспективу вы взяли с натуры, а, допустим, какую-то форму облака вы вполне можете поправить себе дома. Очень многие мастера, вот мой любимый, допустим, Юрий Петрович Кугач, как раз и советовал доделывать работы дома, потому что на натуре вы частично завязаны на рефлексы от неба, которые попадают на ваш холст. Иногда вы стоите в контражуре, поставив свою работу против солнца, и тоже что-то может возникнуть. Особенно если вы стоите под зонтом, вот, всегда есть шанс перебелить свою работу. Поэтому, принося домой, я всегда доделываю свои работы. Но если у меня есть возможность доделать работу на натуре, я стараюсь доделывать эту работу на натуре. То есть, чтобы максимально взять все детали с этюдом, ну, в 100% случаях я буду возиться до конца на натуре. То есть, первое, с чего я сделаю, я всегда избавлюсь от жестких касаний в работе, в пейзаже и в портрете в том числе. Касания всегда надо смягчать. То есть я беру цвет неба, который у меня был, да, подмешиваю его к цвету земли. В принципе, эти замесы можно сохранять, я могу замешать это заново. То есть вам надо получить средний тон, который у вас является и не небом, и не деревьями, и по краю вот не очень равномерно, не сделав себе такой ореол очень жесткий, но списать вот этот вот силуэт деревьев вы себе просто обязаны. Если не хватает, допустим, выхода какого-то отдельного дерева чуть выше, на вот этом этапе вы можете вполне себе это сделать, но списывание — это обязательное условие хорошего пейзажа, чтобы он ушел в горизонт, в пространство, не оставлять жестких касаний, не оставлять жестких переходов, не оставлять жестких касаний. Вот по первости делать это всегда достаточно тяжело, то есть идет либо наоборот смазывание излишнее, либо человек просто боится списать. Со временем просто произойдет то понимание, где и насколько вы должны списать. В том числе и такое же списывание произойдет по краю поля и по краю деревьев. То есть прежде чем приступать к детализации и к акцентировке неба, я спешу сразу касание. На нашем небе в нижней части появляется очень светлый прорыв между облаками. В принципе, дополнить, довести где-то светлый прорывчик мы можем вполне. И опять то, о чем я говорил, держим светлое и яркое до конца. Савицкий как раз и говорил об этом, что не надо сразу же выкладывать всю работу в полную силу красок и в полную силу тона. Надо всегда, он говорил, удержаться на недосказанности, чтобы в конце проложить как раз активный мазок и активный цвет, и активный свет. То есть вот эта разакцентировка, она происходит именно в конце нашей конце нашего живописного путешествия. То есть вот где-то этот яркий свет, он положен будет в самом конце. Можно немножечко взять кисть с круглым кончиком и немножечко более мелкими пустить облачка по небу, чтобы вот здесь избавить от такого паровозика из облаков. Я тоже добавлю разные силуэты. То есть небо вообще та меняющаяся субстанция, которую надо всегда ловить очень быстро и очень точно. То есть написать сразу все небо не получится. То есть небо чаще всего даже в этюде ловится некоторыми сегментами, которые вы просто присоединяете один
к другому. Вот. Но лучше всего изначально задумать себе какой-то большой образ, большой силуэт этого неба, чтобы вы его уже не меняли. То есть образная сторона, то есть она завязана напрямую на силуэты в вашем небе, если вы ее решите и задумаете. Поэтому неплохо всегда сделать эскиз. Неплохо сделать даже не эскиз, а карандашный набросочек, если вы не уверены и не имеете какого-то опыта, как писать свою масляную работу, и вы не понимаете, не видите в голове уже законченного этого произведения, то перед тем, как начинать писать, лучше взять альбомчик и нарисовать определенный эскиз. То есть какие-то мелочи поменять в процессе вполне себе возможно. Большие вещи уже передвигать будет очень-очень сложно. То есть вот где-то сейчас прорываю еще дополнительные облачные такие дырочки в небе появляются. Все так же используются разные кисти. Использую и палец, очень часто использую в работе. Вот, то есть я смягчаю какие-то куски пальцем, вот, то есть чтобы у меня стала мягкая поверхность, мягкие эти переходы. Вот, то есть небо сейчас приобретает уже какую-то большую законченность, светлые прорывы дали такое больше цветовое тональное напряжение. И опять же, чтобы не прилипать к одному куску, смягчили дальний план, мы можем прийти, прыгнуть уже ближе к первому плану и уточнить образ деревьев. Опять входим снова небо, снова в дерево, да, то есть мы снова становимся человеком, который нырнул зоной неба внутрь дерева. То есть мы можем уточнить, и точно так же мы смягчаем деревья по контуру, по силуэту. Почему мы не делали это в начале? Потому что силуэтное вписывание, оно вполне возможно даже постфактум. Если вы будете об этом забывать, это очень плохо. Ну и если вы будете очень долго возиться с силуэтным вписыванием, то ваша натура уйдет. И по сути вам надо будет собираться уже домой, не написав этюд. Поэтому на этюде, на натуре мы стараемся поймать в первую очередь себе состояние, во вторую очередь мы уже занимаемся детализацией. То же самое, что у нас можно сделать и уходя вниз этого дерева, из больших силуэтов, больших масс дерева я начинаю формировать отдельные уже веточки, то есть где-то добавляя какие-то мелкие мазки. То есть это как я говорю своим ученикам все время, на общую кашу это уже не повлияет, но то есть вкус общий уже у произведения выстроен. Это может добавить вот этих вот уже неких микрогармонии этого вкуса, который будет нам приятно рассматривать и в длительной работе, и в этюде. Вот, то есть идет добивочка каких-то деталей, силуэтов, и то, к чему мы должны спуститься, как к основной нашей зоне, это к дороге, так как у нас в работе идет диалог дороги и неба, то есть всегда есть 2-3 главных героя, которые у нас являются теми необходимыми поверхностями, теми необходимыми узлами, которые вам надо максимально детально отнестись в вашей работе. Ну, то есть, допустим, так как мы пишем работу с дорогой, вспомним работу Левитана «Владимирка», где прописан первый план, очень внимательно прописан этой дороги, и прописано небо, которое, как и в нашем этюде, является диалогом верхней и нижней зоны. Поэтому разнообразить силуэт края дороги мы тоже вполне себе здесь можем. То есть мы можем войти немножечко, опять же, внешней зоны. И подойдя к траве, мы
отдельными мазочками, отдельными уже какими-то, я бы даже сказал, травинкой можем чуть-чуть закрыть и полосочку дороги, уходящей на дальний план. Как положить тоненькие у нас отдельные травинки, чтобы они не смотрелись олиповато. И в процессе, кстати, я вам расскажу очень интересную одну фишечку. Да, вот многие из пейзажистов ей пользуясь, допустим, тоненький прозрачный стволик можно поставить, просто сделав обратной стороной кисти небольшие полосочки, да, и прикрыть. Это часто такие вещи делаются, когда пишутся березки, когда пишутся какие-то вот тоненькие деревья. И как вот поставить эти полоски травинки, чтобы это не было забора. Есть так называемая фишка, протяжка густого по густому. То есть, когда вы положили густой слой, и он еще у вас не высох, вы можете замешать более светлый слой этой краски и, прикасаясь только кончиками кисти, то есть вы по сути цепляете верхний слой предыдущей краски. Вы ставите поверхности, которые обозначают траву, но не полосят вам произведение, не делают из него забора. То есть, чтобы трава все-таки на этом первом плане возникла, но не было забора. По сути, мы еле-еле прикасаемся травинками, делая эффект, скорее эффект этой травы. Таким методом пользовались все большие живописцы, да, то есть не делая этой траву впрямую, а делая только лишь ее эффект. И для этого же мы и зафактуривали передний край поверхности холста, для того, чтобы как раз получить те самые нужные протяжечки, нужные как бы детальки в своем произведении, потому что у нас предыдущая поверхность проложена фактурно. Вот по краю дороги часто растут какие-то светлые, да, то есть светленькие цветочки. То есть это все то, что вы можете добавлять, но чем важно не переделать работу, то есть всегда держать любой холст на больших обобщениях. И эмоционально выложившись в начале, вот эти детали, они являются тем приятным дополнением, которое уже делается по более-менее готовому уже холсту. Вот, то есть он не требует такой активности живописи, то есть он требует на самом деле большей старательности, которая у вас и происходит в конце работы, когда до этого вы очень активно и очень быстро выкладывали все эти отношения. Уходящей натуры, быстро уходящей, как бы, быстро уходящего состояния. Есть очень быстрые, есть очень долгие состояния. От этого вы должны тоже отталкиваться, что вы должны знать, когда и сколько вам даст природа. От этого вы должны знать, сколько вы можете себе, какого размера холст вы можете взять, сколько вы можете себе позволить на его написание. Потому что, ну вот на такой, допустим, мотив глупо брать холст размером там, метр на метр и писать его с натуры, потому что состояние уйдет быстрее, чем вы сможете себе даже его уловить. Вот, то есть, а до какое-то стабильное дневное состояние вы можете вполне себе брать холстик и побольше. Вот это состояние, которое приходит и уходит, действительно, насколько быстро оно меняется вечером, утром и днем, насколько надо рассчитывать по времени. Ну, например, когда выходишь рано утром писать, сколько времени, сколько надо быстро писать, насколько быстро надо писать вечером, и насколько долго можно писать днем.
Слушайте, ну вот в среднем у нас получается где-то, наверное, 2 часа вечерние это максимум. Я приезжаю, наверное, за полчаса, минут 40 до состояния, пока расставился, да, пока как бы я это сделал какой-то рисунок, пока то, пока сё, пока третье, там, пока все это, пока даже, может быть, даже подмалевок какой-то частично сделал, у меня пришло состояние, вот 2 часа пишу, все, там уже дальше я могу уехать и, да, без натуры доделать. Ткачева нам говорили, там в 5 освещениях надо посмотреть работу, да, то есть вот это к вопросу о доделке. А вот мы считали в этих творческих мастерских, грубо говоря, так, ага, дневной свет, так, вечерние лампы, мы там 5 не смогли насчитать. Ну, то есть они говорили о том, что надо работу именно проверять в нескольких освещениях, ни в каких ли она не пролетает, да, получается, да, то есть если она пролетела где-то, то есть значит ты где-то ошибся или цветово, или тонально. Здорово. Ну, у нас уже готов же, работа же практически закончена. Да вот я думаю, может еще один это как бы... Финишный. Да, тут уже По поводу времени, на самом деле, помню пост Артемия Лебедя, он писал, все городские пейзажи фотографируются с 5 до 6 утра. То есть все вот эти панорамные виды, которые там в брошюрах используются и так далее, 5-6 утра. Вот это А на море морской закат, это вот так. И я там приезжал даже с таким холстом. Черт, уже темно. Вот, и я вот понял, я там вообще вот такие вот писал, прям в ладошку, прям разложил там это быстренько все это. Да, то есть вот оно и получается, что все сильно зависит, там днем можно долго, пасмурный день, вообще утром выехал, вечером приехал, там пиши хоть целый день. Предлагаю записать еще один этюд. Я вот тоже думаю, что в принципе там чуть-чуть прерваться и... Да, да.